На городском кладбище домашних животных в Санкт-Петербурге появился памятник коту Кузе. Бедное животное до смерти замучила семья садистов из Северодвинска, которая снимала пытки кота на видео. Артем Лаврентьев и Анна Громович, издевавшиеся над Кузей, стали известны всей России. О них говорили даже в Думе. Понесут ли живодеры заслуженное наказание? Многодетная мать и ее сожитель били кота по носу бутылкой, сжимали голову руками, жгли огнем. Это продолжалось неделю, пока кот Кузя не умер. Гибель животного вызвала резонанс в России. Люди начали подписывать петиции с требованиями покарать садистов. Активность общественности не осталась незамеченной, и на Громович и Лаврентьева возбудили уголовное дело. Больше всего возмутило всех то, что Анна Громович, инициатор убийства животного, была многодетной матерью. Женщина писала романтические стихи и позиционировала себя как поэтессу. Причиной поступка Анны была месть. Она отыгрывалась на животном, так как хотела отомстить Елене, матери своего гражданского супруга. Отношения между двумя женщинами не сложились. Елена не раз говорила, что у сожительницы ее сына не все дома, и скандалы в семье были обычным делом. Кузю убивали, когда его хозяйки не было дома. Однажды она просто не нашла своего кота, а сын и невестка в один голос заявили, что он выпрыгнул в окно. Мертвого Кузю Анна и Артем похоронили, но труп животного удалось найти. Экспертиза показала, что кот умер от истязаний, и сразу же всплыла история с видео в соцсетях. В одном из роликов поэтесса Громович, истязая Кузю, обратилась к Елене: «Я с удовольствием делала ему больно, любуйся, обожаю его мучить, твой кот орал сильно, и мне это нравилось». Кот Кузя был в преклонном возрасте, ему исполнилось 14 лет. По фото и видео, сделанным с интервалом всего в несколько дней, можно увидеть, как менялось бедное животное. На одних снимках мы видим ухоженного красивого кота, а на других испуганное, измученное животное с безысходным взглядом. Анна Громович – персона, хорошо известная в Северодвинске. Женщина писала стихи и песни, состояла в городском литературном обществе, вела блог. Ничего плохого за ней не замечали, пока она не начала пить. После того, как Громович стала уходить в загулы, многие перестали с ней общаться. Но при всем этом никто не ожидал, что она может стать живодером. Один из знакомых так описал свои эмоции: «Никто не ожидал такого. Часто она была наигранной, рассеянной. Но не жестокой. Сейчас для меня она убийца и мерзавка. Мне кажется, она мучила и медленно убивала Кузю с полным осознанием происходящего. Человек деградировал и опустился. Это ж надо было додуматься так страшно отомстить свекрови. Женщина, которая с таким упоением измывалась над котом и перешла грань здравого смысла, не должна воспитывать ребенка. А ведь она мать не одного ребенка, а 3. У нее 2 сына, которых воспитывает бывший муж, и дочка от Лаврентьева, с которым Громович истязала Кузю. Анна не лишена родительских прав, и это может повлиять на приговор суда. Юрист Анастасия Комогина, специализирующаяся на делах, связанных с издевательствами над животными, раскрыла журналистам кое-какие нюансы. Если будет доказано, что ребенок растет в ненадлежащих условиях, и женщину лишат родительских прав, то еще возможно какое-то реальное наказание. Если все останется как есть, то с большой вероятностью, в соответствии со статьей 82 УК РФ, ей отсрочат отбывание наказания до наступления ребенку 14 лет, а потом, скорее всего, полностью освободят от отбывания наказания. У подъезда живодеров можно увидеть пожелания от земляков. Пока идет следствие, тяжкую длань закона на себе ощутил только Артем Лаврентьев. Ему запретили общаться с матерью, проходящей по делу как свидетель, и выходить вечером из дома. Кроме издевательств над животным, мужчина подозревается в краже банковской карты у матери. Чем закончится это резонансное дело, пока не ясно. А пока суд решает, что делать с садистами, в Питере коту Кузе добрые люди поставили памятник.